Сегодня, 14 февраля 2025 года, исполнилось 8 лет моему каналу Ортобиос. По этому поводу я хочу вспомнить человека, с которого начался мой канал. 14 февраля 1875 года, то есть 150 лет назад, с небольшой корректировкой на новый стиль, Илья Мечников и Ольга Белокопытова связали себя узами брака. Жениху было 29 лет, а невесте было 16 лет. Илья Ильич познакомился с Ольгой случайно, когда ей было 15 лет. Он преподавал в гимназии в Одессе, и однажды, когда был у себя дома, услышал сильный шум с верхнего этажа, который ему мешал. Вот что написала Ольга в биографии Ильи Ильича. «Ты мне, Гектор, отец и мать высокочтимая, и брат, и муж. Илиада». Занятия антропологией навели Илью Ильича на изучение детского возраста и в то же время на размышления о педагогических вопросах. Глаза его еще не оправились, потребность же деятельности была велика. Чтобы сколько-нибудь удовлетворить ее, он стал давать уроки в женской гимназии и читать лекции на публичных курсах при университете. Время проходило, но чувство одиночества не покидало Илью Ильича. Он расточал деятельную симпатию вокруг себя, жил совершенным аскетом, отдавая все, чем располагал, но ничто не утоляло его потребности к более интимной привязанности и к семейной жизни. В одном доме с ним, этажом выше, жила наша семья. Нас было 8 душ детей, от годового до 16-летнего возраста. Соседство шумное и вследствие этого неприятное. Ежедневно Илью Ильича будили рубкой котлет для детей. В одно прекрасное утро, не выдержав более, он поднялся к нам, прося устранить этот шум. И отец обещал распорядиться, чтобы не шумели ранним утром. Мы все были собраны за чайным столом перед уходом в гимназию. Увидев чужого, мы с сестрой поскорее собрали свои книги и заторопились уходить, не успев даже разглядеть Илью Ильича. Нас только поразила его необыкновенная бледность. Через некоторое время после этого эпизода мы встретились у общих знакомых. Оказалось, что он по виду уже знал нас, так как часто утром в окно видел, как мы шли в гимназию. Его смешило наше храброе перескакивание через постоянную лужу на улице. Один из его учеников, Шманкевич, был преподавателем в нашей гимназии. Илья Ильич, расспросив его о нас, узнал, что я интересуюсь естественной историей и предложил давать мне уроки зоологии. Я была в восторге. Он просил разрешения моих родителей, получил его, и мы с большим рвением принялись за дело. Очень скоро, почувствовав влечение ко мне, Илья Ильич вернулся к своему прежнему плану воспитать девочку на основании своих идей и подготовить из нее будущую свою жену. Быть может, он и выполнил бы намерение сначала воспитать меня, а потом жениться, если бы вскоре не обнаружилась рознь взглядов между моим отцом и им. Это была рознь двух поколений – отцов и детей. Мой отец был отличный, в высшей степени благородный человек, но принадлежал к типу старого барина, к эпохе других воззрений и нравов. Столкновения были неизбежны. Ввиду этого Илья Ильич решил поскорее просить моей руки.
Мать, гораздо моложе отца, всецело симпатизировала молодому поколению. Идеалистка, полная поэзии и кроткой доброты, она была талантлива в юности, играла на виолончели и писала масляными красками. Но раннее замужество и материнство заставили ее отказаться от искусства. Тем не менее, всю жизнь тоска по нем не покидала ее. Своим прелестным, кротким и грустным обликом она напоминала мать в детстве и отрочестве Толстого. Между нею и Ильей Ильичем сразу возникла глубокая симпатия. Она стала его горячей сторонницей и впоследствии нежно преданным другом. Он изложил ей свои теории брака и признался в любви ко мне. Моя юность, однако, смущала мать, но Илья Ильич старался успокоить ее, говоря, что понимает риск своего плана, что готов нести все его последствия, что сделает меня счастливой, а если это ему не удастся, найдет нравственную силу и сумеет создать мне новую, более подходящую жизнь. Вовсе не подозревая чувств моего учителя, я была глубоко смущена, узнав о них, и совершенно не могла понять, как он, такой умный ученый, может жениться на ничтожной девочке. Меня пугала мысль, что он ошибается во мне, и мне казалось, точно я иду на экзамен, к которому вовсе не подготовлена. Я увлеклась Ильей Ильичем и очень любила его. Он производил сильное впечатление всей своей личностью не на одну меня. Свадьба наша состоялась 14 февраля. Зима была суровая, снег покрывал землю густой, искрящейся пеленой. За несколько часов перед свадьбой мои братья запряглись в салазки, чтобы покатать меня. «Иди скорей», — говорили они, — «сегодня вечером ты будешь уже дамой, тебе нельзя будет больше играть». Я была того же мнения, и мы с увлечением помчались по снежному ковру на большом дворе нашего дома. Наконец, мама, вся взволнованная, стала звать через форточку. «Дитя мое, да о чем же ты думаешь? Давно пора причесываться, одеваться». «Еще немного, мамочка, ведь в последний раз». Много ребяческих волнений пережила я в этот серьезный день. Венчальное одеяние было моим первым длинным платьем, и я боялась наступить на подол. С ужасом думала о том, как войду в церковь под общими взглядами присутствующих. Мой маленький брат старался ободрить меня, обещая все время держать за руки, а мама для храбрости поила меня шоколадом. У дверей церкви нас ждал уже Илья Ильич. Мое смущение еще усилилось, когда послышались шепоты. «Боже, да она совсем дитя!» После свадьбы вечером Илья Ильич бережно закутал меня в теплую мантию и на быстрых санях увез к нашему новому домашнему очагу. Несмотря на все волнения этого памятного дня, на следующее утро я встала на заре, чтобы как можно лучше приготовить урок по зоологии и сделать приятный сюрприз своему мужу. Наконец он мог свободно приняться за мое воспитание. Трудная задача, когда дело идет о существе, столь мало подготовленном к жизни. Научные методы, во всем прилагаемые им, могли оказаться опасными в эту деликатную психологическую минуту. Однако во многих отношениях он проявил редкую воспитательную проницательность. Так, общим его принципом было предоставлять мне полную свободу, в то же время направляя и влияя логикой своей аргументации. С благодарностью думаю я о том, как он, стоявший во столько раз выше меня, не только не подавлял моей личности, тогда еще гибкой и не установившейся, но, напротив, всегда бережно относился к ней.
Надо сказать, что уже к 27 годам Мечников был профессором биологии. Совместно Илья Ильич и Ольга прожили 40 лет. И это был один из самых крепких союзов в истории российской науки. Ольга помогала мужу в биологии. Вот, кстати, раннее фото. Здесь Илья Ильич с Ольгой и рядом брат и сестра Ольги. Прожили они, как я уже сказал, 40 лет до самой смерти Мечникова в 1916 году. Возможно, прожили бы и больше, но Илья Ильич был очень эмоциональным человеком, а Первая мировая война сильно подкосила здоровье его сердца. И когда Пастеровский институт, в котором Мечников работал, Пастеровский институт в Париже, эвакуировался, он был вынужден усыпить подопытных обезьян. Ольга, кроме всего прочего, увлекалась живописью. Вот один из портретов Ильи Ильича, написанных ею. История любви Ильи и Ольги могла бы стать превосходным сценарием для эпичного кино, по сравнению с которым померк бы «Титаник». Это и любовь молодого профессора к юной девушке. Это величайшие научные открытия, заложившие основы геронтологии и иммунологии, за которые Илья Ильич получил Нобелевскую премию. Это насыщенная жизнь и в Российской империи, и во Французской республике, где Мечников общался с такими известными людьми, как анархист Михаил Бакунин, математик Софья Ковалевская.
И в конце концов это эпичные сцены битв Первой мировой войны на земле, в небесах и на море, которые так любят в кино. Но, к сожалению, кинематографисты пока не дошли до этой темы. Я никак не подгонял дату основания канала под дату бракосочетания Ильи Ильича. Это получилось случайно, но символично. Вспоминайте Мечникова, читайте его книги и помните, что один ученый может дать миру больше пользы, чем тысячи художественных писателей вместе взятых.